Коллеги, привет, с вами Атлант. Сегодня поговорим по ценам биткоина, что у нас произошло с нашими накоплениями, с нашими выходами из позиций, да, как это все дело происходило. Так, по Атланту у нас было вот это вот накопление, вот этот набор. Ожидания мои были, что это будет вынос стопов и уход вниз. Снесут стопы, которые насобирались, но поскольку здесь мало собралось лонгистов, но, вернее, мало собралось медведей, и многие отсюда пытаются больше на откуп идти. Рынок не пошел сбивать эти стопы, да, и просто развернулся и пошел вниз. Обращаем внимание опять на Атланта. Атлант на выходе из этого накопления дал сигнал. Это у нас все было прочерчено здесь. Тут галочка, это у меня позиция была, что тейк, да, тут лонг брал небольшой, в общем. И когда пришли к этой части, вот к вот этой вот она, когда пришли к этой части, я закрыл позицию и открывал шорт. Я уже об этом говорил, вот она получается, вот в этом месте. И здесь ниже немножко. В общем, открывал отсюда позиции, ставил будильник. Поставить будильничек, да, на TradingView, вот на плюсик нажали, и прям в этом месте вы можете выставить будильник. Ну, вот этот будильничек можно, в принципе, убрать. У меня стоял один наверху, один внизу, и если цена пойдет ниже, он не отработал. Ну и цена и пошла ниже. Так, и цена пошла ниже. Далее, здесь был блок, это long-short, да, это выход из накопления, из вот этого тоже, выше этого уровня, более long приоритет, важный уровень, куда могла цена прийти. И ниже этого психологической этой зоны, да, шорт. Ну, у нас и пошло вот оно касание, как раз это все было под этой зоной. То есть тут не понять или не отработать по этой системе было, ну, прям тяжело. Далее, что у нас с большим накоплением, с большой фигурой у нас выглядит это вот так. Да, видите, что мы только вышли. Ну и пока такой маленький заход вниз. У нас здесь была цель достигли. Первую. Позиции закрылись, там что-то вручную закрывал, какие-то сами закрылись. Вот. Еще несколько позиций на продолжение движения. Обязательно стопы без убыток и буду ловить цель ниже. Смотрим RSI или MS, да, и по-разному называю. Ну, по RSI можно смотреть, по MS, уже находится в зоне перепроданности. То есть где-то должен быть просто технический отскок, да, но еще вниз, ну, есть когда еще тянуть, но уже скоро должен быть технический отскок, чтобы остудить RSI. Вот, за этим нужно будет следить. Так, ну здесь, в принципе, говорить больше не о чем. Жду цели ниже. Про свои цели я постоянно во всех своих видео, ребят, говорю, что я ожидаю шорт по биткоину и работаю больше от шорта. Когда рынок будет разворачиваться, конечно, буду по лонгам работать больше. И, кстати, сразу вас всех предупреждаю, когда рынок будет разворачиваться, повытряхивает многих. То есть у меня по-любому будут несколько позиций, закрытых с минусом. Это прям 100%, потому что когда рынок разворачивается, вытряхивает в одну и в другую сторону. Посносят. Но, опять же, большие суммы, на которые я не рассчитываю, как сделки, да, в сделках, у меня не заберут, потому что я торгую только тем, как сказать, я торгую только тем активом, только таким объемом, на который я рассчитываю, который не заставляет меня переживать за потерянные или, ну, в общем, да, с которыми я могу свободно расстаться. То есть, открывая позицию, я уже заранее с ней расстаюсь, с этими деньгами, да. Ну и вообще даже на самом деле, когда я в сделку захожу, я не думаю про деньги, я смотрю на цифры. Меня интересуют только проценты. Так, и по поводу процентов.
Это у меня сейчас, секундочку. Меня интересуют только проценты. Подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании. Присоединяемся не только в телеграм-канал, заходите еще к нам на графики с Атлантом. Это вы когда подписываетесь, в платную подписку входите, в платную группу, да, у вас будет доступ к нашему графику, плюс закрытая группа, в которой очень много дополнительной нужной информации от ребят поступает. Ну и от меня. По уровням видите, да, кстати, как четко пришли пока вот этому ценовому значению, вот 16 тысяч я про него говорил. Ну и цели еще ниже есть. По горячей карте видно. И сверху, да, это 1000 и 2 уже стало, кстати, сверху давить, посильнее давить стали. Нижние уровни я в закрытую группу все это скидывал в Payatlant версии. Вот у нас Юля 100% молодец, заработала сотым ключом. Мои сделки, то есть вот по Атланту был заход, дал направление из накопления, то есть было накопление, было большое накопление, мы из него вышли, потом новое накопление, да, и опять же дал направление и пошел сливаться. Из Атланта мозг. Цель достигли, у нас здесь цель была, часть закрыл, часть на продолжение движения в шорт. Если вы торгуете с большими убытками, смените инфополе, ребята. Так что вот так. Вот так у нас отработало. И мои сделки последние, да, закрытые. Вот они находятся, где я чуть ниже, куда я сбросил. Вот сюда сбросил. То есть это часовой таймфрейм. Да, вот так вот выглядело по Атланту. И то, что мы здесь касались и пошли вниз. Цель была, вторая цель ниже. Обязательно цели есть, у вас цели, забирайте, тейки ставьте. То есть вот я заставил заявка на take profit, заявка спровоцировала команду take profit. То есть это сейчас только что произошло, и я решил записать видео. Вот наша заявка, вот она была. С 16 726 открытая, цена закрытия 16 100. И есть еще ниже там цели. Далее 435%, но это я вручную закрыл по 170. Две крупные хорошие позиции. Все. Все остальные, которые я скидывал, тоже показывал в Яне. Вот они, вся пачка этих заявок. Все остальные переведены в безубыток. И с плюсом. То есть, если сейчас цена резко разворачивается, идет наверх, здесь часть мы уже заработали, отбили любые убытки, да, которые могли бы быть, и с плюсом, с большим. А остальные позиции уже в минус не могут уйти. Они только могут закрыться в плюс. 30%. Какой я себе сам расставил плюс. То есть в любом случае в плюсе остаешься. Ребят, еще момент. Каждый сам расценивает свои риски. Заставлять кого-то думать не заставишь. Пока сам человек не захочет, его не заставишь. В этот момент, как ожидалось, так и получилось. Манипулятор знает, что делает. Вот область. Сейчас, кто не в позиции, ребята, кто с Атлантом не в позиции, ждите накопления. Появится какая-то структура, что-то появится, да, и потом по Атланту можно будет зайти в лонг или в шорт, смотря куда будет опять направлять в конце накопления. То есть по нашей большой структуре, по большой фигуре, по вот этой, да, которая там треугольная, большое накопление, да, все четко вышли вниз, пока все отлично, идем, цели есть. Потом еще было накопление за этот блок, тоже вниз по нему ушли. Ну, и тут с Атлант еще подсказал. А все остальное, говорю, будет накопление, Атлант развернется, надо будет тоже разворачиваться. Но пока все вниз, это дело настроено. G20 самом видите в том, что CZ Binance оставляет свои твиты, при этом присутствует на G20, на Бали. Ничто не закрыто. Централизация, анонимность. На самом деле все открыто, все доступно и читается и везде. Сейчас самая актуальная тема на тысячелетие, не знаю, ну, на столетие.
это торговля. Но оно и всегда было. Торговля всегда была. Вот так вот. Ладно, ребят, подписываемся ко мне в телеграм-канал, ссылки внизу в описании, телеграм-канал BitAtlant. Приходите к нам на биржу BingX. Торгую я из терминала TradingView. Торгую именно на бирже BingX. То есть у меня отдельное приложение скачано, вот оно, TradingView. Оно открыто. Вот там дальше. Оно открыто и подключена через торговую панель, подключен к BingX. То есть нажимаем торговая панель, у вас тут все брокеры будут, и выбираете BingX. Ну, где-то среди этих найдете. Так. Просто очень удобно торговать отсюда. Как работает? Обязательно настройка. И вот здесь вот торговля. Размещение заявок без подтверждения. Вот эту галочку снять. То есть вы видите, да, хотите отсюда встать в лонг, например. Нажали синюю, выставили сумму, там окошечко открывается. Выставили сумму, сколько вам надо, $100, там 50, 1000. И ниже плечо. Кстати, обратите внимание, было 50-е и 150-е плечо в последнее время, да, они там поставили. Ну, 10-е, 20-е, 50-е и 150-е. Сотого не было. Не успел я им написать, только написал, через день уже исправили. Молодцы, работают оперативно, то есть все работает, все хорошо. Ну, там после изменений у них они добавили 150-е плечо, а 100-е получилось как будто только на бирже можно было настроить. На TradingView нельзя было сразу выбрать. Так, команде с BingX спасибо. Всем благодарочка огромная. Ребята, кто торгует, всем. Кто подсказывает мысли в закрытую группу, да и в открытую тоже, кто скидывает мысли, тоже вам всем огромный респект. Ребят, просто так, кстати, такое слово от балды, да, не пишите от балды просто так, я думаю, отсюда отскочит, да, вы сделаете скрин, скажите, тут МС-ка в перепроданности, я предполагаю, что отсюда есть шанс, небольшой шанс на то, чтобы сделать отскок, зону психологической там поддержки, например, или в старый уровень, где блок, вот старый уровень, да. Кстати, он отсюда сам пошел отрисовываться. Это Атлант отрисовывает. Это все к Атланту принадлежит, видите, да? Много. Вот верхний блок, вот нижний блок. Вот мы его пробили, его раз касались, пробили и улетели еще ниже. И сейчас есть возможность даже, ну-ка, если так посмотреть, ну-ка, сейчас, секундочку. Так, нет, не под тебе. Вот посмотрите, ну-ка, сейчас я сейчас. Давай линейку. Так, вот отсюда, вот до сюда. Это у нас 670 бар, да, примерно. Ну, 650, 300, значит, нам нужно 300. 300 баров. 350. 670. Грубо говоря, половина пути, да, вот этого от верхней до нижней части прошили вниз вот на половину пути. Можно даже было тоже как доп. Стратегия, я когда-то на это внимание обращал, сейчас я больше на это не смотрю. То есть берем вот эту высоту всю и ровно наполовину при пробитии вниз, да, пошли ровно половину вот этого накопления. Пробили вниз. Но на такие моменты тоже можно обращать внимание. Но надо, чтобы накопление именно боковик такой шел, вот, противный. А еще, да, в группу я что скидывал? По вот этому накоплению идет первое. Накопили в одном, как сферами. Первая сфера, вторая сфера меньше, третья еще меньше. Возможно, была бы четвертая, ну и пошло на третью сферу уже все сливаться. И если посмотреть, здесь у нас окошко, выход, дверь. Вот примерно отсюда, вот до сюда, вот так. Эта дверь проходит. Дверь выхода из вот этого накопления. То есть всю длину его взять, разделить на 5 частей. Это где-то вот здесь, да, у нас была бы. И разделить на 3 четверти взять. То есть разделить на 2 и разделить на 2, да, и значение то здесь получалось бы. Давайте посмотрим.
Интересно просто, как это получится. Так, начало, конец. Сколько у нас? 183 бара. Делим на 5. Секундочку. 183 делим на 5. 36. И 6. Ну, немножко дальше получилось. Стоп. Вот. Пониже. Ближайших, получается, значит, надо считать его. Да, 160, ну-ка, 160 разделить на 5, 32. Нет, тоже далеко уходит. Ну, здесь так не пройдет, не просчитаешь. Ну-ка. А здесь у нас 362. 9 на 72 получается. 72. 60, 70. 72, ну-ка так, 71, ну, да, где-то примерно вот здесь. Вход. Так. Сколько там было еще раз? 360. 360, 360 разделить на 2 и разделить на 2. 90. 90. Ну, вот здесь прям четко, да, получается, почти. Рядом с окном выход получился. Это если по нижней считать и по верхней. По верхней, скорее всего, туда окошко бы и вывело. То есть вот оно, окно повышенной волатильности, из которой график вышел. Ну, график вышел чуть-чуть раньше. Но если замерять именно по большой структуре, то есть получается это по короткому пути, да, замер. Если отсюда замерять, тогда оно как раз и выйдет, что где-то здесь начало и пробой, где был там как раз в зоне в этой и пробой получился. Поняли, да, как считать можно? Еще такие моменты помогает. Так, отработала заявка какая-то. Ну ладно, все, всем удачи, спасибо за внимание, пока. Мы цель еще достигли. Ну и вот у меня только что еще одна заявка отработала. Где? Получается здесь, да. Это у меня старый тейк отработал, еще одна позиция закрылась ниже. Открывал ее ниже и закрылась она ниже, да, активирован стоп-лосс, тейк-профит. Получается вот это вот 380% еще дополнительно. С уровня 16617 открывалась. 16617 вот отсюда. Вот отсюда открывалась позиция. Ну это на пробой вот это. И когда отсюда выходили, здесь. И обращаю внимание на МС, видите, да, уже в перекупленность. То есть где-то здесь нас должна, по идее, ждать остановочка. Ребят, ну вот наши 15 900, правда, ну, 15 тысяч мы уже увидели по биткоину. Сейчас вопрос времени, когда это станет 15 и 14. Так, вот еще цель была, еще здесь у меня есть позиция. То есть обязательно забирайте все тейки, частично разгружайтесь. Вот. Ну и соответственно, вернее частично, да, вы сделки расставили, одну-две там закрыли, остальное ждите своих следующих целей, больших, с большого паттерна тоже. Такой наклон хороший, смотрите, ускорение может пойти, кстати. Видите, наклон идет, и это как ускоряет его, и могут слить хорошо могут. Ладно, всех обнял, всем удачи, спасибо за внимание, пока.